Xiaomi Box 5 и Box 5 Pro. Чего ж тут за зверь-то такой вышел у нас? И столько мне про него писали. Ребят, сегодня обговорим. Будет ли вообще обзор, не знаю, но много интересного сейчас узнаете. И вот ничего нового по сути. А также сегодня обговорим RTX 2. Вот такой вот у меня, видите, коробочка от него есть даже. RTX 2 TV Box. И является ли этот TV Box оригинальным, либо это, скажем так, клон оригинального TV-бокса, который, скажем так, выпускал конкретно технозон с компанией Nexon, а это Nexon X11. И немножечко поговорим про Yugus SK2. Вот такой вот TV-боксик у меня он есть, потому что тоже все ждут обзорчика. Он скоро будет на канале Технозон. Поехали. Ну, сначала мы его откладываем. Вы, во-первых, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Ссылки на TV-бокс лежат в описании под видео, однако не на TV-бокс, не на Xiaomi Box 5 и Box 5 Max, а конкретно на вот такой вот Xiaomi TV-бокс S 3 ревизия. Знаете почему? Потому что другого сертифицированного не существует. Что же это за Xiaomi Box 5 и Box 5 Max? Я вам объясняю. Xiaomi официально задернул занавески снова их нашумевшей серии Xiaomi Box 5. Это, чтобы вы понимали, статья на самом Alibaba. То есть это не где-то. Это такое, имеет прямое отношение к этому всему делу. И тут они там Dolby Vision, Dolby Atmos. И всех вело заблуждение, что Xiaomi Box, но стартовало время продажи 15 число в 20:00, а его нигде нет. И все такие, а где Xiaomi Box 5, новый прошка? А ее и не будет, потому что для рынка Китая. И для рынка Китая, я вам напомню, у нас уже был опыт, когда вышел Xiaomi Mi Box 2 ревизии, то сразу же после него также вышел и Xiaomi Box 4S Pro с формулой памяти 4×32, и все так ждали, все кричали. Вот так вот. А там оказалось, знаете чего? Сейчас я вам покажу этот сам по себе интерфейс. Вы такие скажете, чего? Ну вот, да, вот примерно вот такой вот. Либо вот такой вот главный экран. А здесь он будет немножко другой, потому что это все-таки HyperOS. Базовая версия будет 2×32, точно такая же, Dolby Vision, Dolby Atmos плюс DTS X, будет Wi-Fi 6, даже NFC Remote Control, это для этого, господи, для проектора. И знаете, что у них там будет? Xiaomi какой-то, что искусственный интеллект Xiaomi, это произнести еще надо. Всех очень сильно подкупило, потому что цену обещали $42 за Xiaomi Box 5 и 70 за Max, у которого будет стоять 4×64, вернее уже стоит. И все это, что тут же Logic S905X5M процессор. И вот смотрите, как они классно пишут. Интерфейс USB 2.0. Не самый последний, но есть. Но есть. Это так же, знаете, разгон, Жигули, разгон до 100. Есть. Все, этого достаточно. Все классно. Ну и 4×64 это всех и подкупило, что все думали, что получат сертифицированный TV-бокс на Google TV, грубо говоря, там поставят Project TV Launcher и будет прям пушка, ракета, бомба, петарда, но нифига не тут-то вышло, потому что HyperOS, они как еще написали, и все это работает, HyperOS, который Xiaomi продвигает ко всему диапазону своих устройств, то есть это китайская подделка, которую они делают, это не тот HyperOS, который в смартфоне, это вот именно какая-то кривая оболочка, и как я напомню, для рынка Китая он выходит обычно на английском и китайском языке, и никаких интересных моментов по типу DRM L1 там тоже нет, потому что обычно DRM не сертифицирует TV-боксы для рынка Китая. Это все, что я хочу сказать по поводу него. Сразу сбиваю вам спейс, что нет, это не тот, это не знаменитый Xiaomi Mi Box. И последняя версия, это именно MDZ32, которая вот моделька, как она называется, MDZ32AA. По крайней мере, у меня такой, может быть, еще для разных рынков чуть-чуть играть последние две буквы. Но это все мелочи жизни. Последний официально я делал детальный обзор, детальный разбор. Пожалуйста, вот там вот внизу в описании под видео ссылка на проверенных продавцов и, конечно же, ссылочка на мой обзорчик. Следующая тема для разговора. RTX 2. Сегодня это такой дайджест у нас. RTX 2. Мне за него вынесли мозг и начали кричать: ребят, вы вообще видели там TV-бокс? Там такой классный, характеристики обалденные. Потому что это все-таки Realtek 1325 с фишками искусственного интеллекта, да еще и 4×32 версия, есть 4×64,
1000-мегабитный LAN и вот очень неплохо. Я вам объясню. Дело в том, что это не оригинальный бокс. Оригинальный бокс разрабатывался для рынка Украины, Nexon X11. Разрабатывали его в коллаборации мой канал, конкретно я и компания Nexon, производитель ТВ-боксов. Вы видите, сейчас вот у нас была куча брифингов, это когда мы X11, X12 там работали с этим делом. И я вам скажу, вот эта вот конфигурация, это была наша, скажем так, идея, наш ТВ-бокс, все платы чертились с нашим участием, и этому есть все подтверждения. То есть этот ТВ-бокс разрабатывался с нами. Но произведен этот ТВ-бокс был огромной партией, часть из которой получили мы, а часть из которой производитель продал Вонтору. Но в чем же разница? Разница действительно будет. Потому что RTX 2 продается уже месяц, и все такие, RTX 2, да? А на самом-то деле там была только лишь базовая прошивка, которую выдал Realtek, скажем так, OSP, OEM, то есть они туда ее и втулили. Для X11, для оригинального ТВ-бокса будет совсем другая прошивка. Root права, ну root права, ладно, то такое root права обязательно, и, конечно же, другой пульс. Если на RTX 2 мы видим вот такой вот пульт, не пульс, а пульт, господи, уже завалился, вот такой вот пульт обыкновенный, ну, обыкновенный, необыкновенный, но мы захотели конкретно в X11 пульт, Google пульт, но с аэромышкой. У него есть кнопка аэромышки, мы даже еще перенесем кнопки местами, они меняются. В конечном итоге голос будет вверху, домик будет внизу. Кстати, готовим этот пульт тоже выпустить с очень классными характеристиками. И тут уже момент такой, что мы этот ТВ-бокс, разработав, произведя, он уже произведен, как вы видите, он у меня уже есть, вот он, Nexon X11, коробки, все напечатано, при том, что там даже охлаждение будет лучше. То есть и охлаждение здесь будет фирменное Nexon, которое они производят сами режут пластины, термопрокладки, специальные термоинтерфейсы для того, чтобы было максимальное охлаждение. И он произведен, но мы ждем финальную версию прошивки конкретно под X11, потому что нас не устраивал, допустим, тот самый чистый Android, который был изначально. То есть мы разрабатывали этот ТВ-бокс, вернее, Nexon разрабатывал при нашем участии конкретно под определенный рынок, под определенные потребности и все остальное. То есть те же самые фишки искусственного интеллекта, все классное качество изображения Realtek, полный адаптив, без Dolby Vision, но это вот конкретно вот такой, знаете, не сертификат. Это конкретный не сертификат, который выйдет уже где-то в середине июня. И для жителей Украины, если вы готовы, допустим, купить его по предзаказу, сейчас вы получите этот ТВ-бокс плюс год подписки на украинский стриминговый сервис в подарок. Вот просто ссылка на предзаказ здесь, тут внизу в описании под видео, либо сосканируйте QR-код, да и в принципе подписки для украинцев, вот если вы не знаете, где купить официально подписки на все стриминговые сервисы Украины, то тоже сканируем QR-кодик, либо ссылка в описании под видео с классными ценами. Все, пожалуйста, можно купить. То есть с этим подарком будет все классно для людей. Но у нас есть еще одна новиночка, которую мы должны обговорить. Yugus SK2. Даже сниму пленочку для вас. Я вам скажу сразу, вот Yugus SK2 у меня в руках, ссылка в описании под видео, и покажу вам конкретно вот такую вот картинку Rocktech GX1. А почему GX1 у меня на картинке, а Yugus SK2? Будет скоро обзор. Действительно, ТВ-бокс классный получился. Это сертификат от компании Skyward, который Yugus заказал и, скажем так, чуть-чуть своих доработок внес. А доработки он внес конкретно Type-C, одну USB 2 заменил на Type-C. Это тот же самый интерфейс, получается, USB 2. Даже вот диод точно там же. И по весу я понимаю, что там, скорее всего, улучшили охлаждение. И действительно, это хорошо. LAN G45 тот же самый 100 мегабитный. Тот же самый неадаптивный Dolby Vision пока что. Подтвердили уже выход адаптивного Dolby Vision. Подтвердили выход 14-го Google TV. Это Google TV и без каких-либо плюшек или фишек Yugus SK2. Да, он крутой, да, это полный сертификат, Netflix и все остальное. Он будет пользоваться спросом на самом-то деле. То есть он сейчас уже начинает появляться на Алиэкспрессе, то есть его можно уже предварительно где-то найти, заказать. Я вам скажу, ТВ-бокс действительно классный, со всеми фишками искусственного интеллекта AI-PQ, AI-SR. Но в Украине вы можете заказать тот же самый Rocktech, это тот же самый ТВ-бокс со скидочкой по промокодику Технозончик.
обзорчик, вводите, пожалуйста, получайте. Я почему сейчас говорю очень сжато про Югус СК-2, потому что вот уже даже на текущем этапе могу сказать, что возможно это будет прорыв для Югуса, выход на сертифицированное устройство, а возможно это будет разочарование для владельцев Югусов несертифицированных, потому что вы здесь не увидите, допустим, там фишек по типу каких-то цифр клиентов, самбо серверов там, и различных тонких настроек, там, включения-выключения. Нет, вы здесь этого не увидите, потому что сертификация каждой прошивки занимает там, по полгода, по году, поэтому Югус не сможет просто-напросто обеспечить такое дело. Внесение правок в сертифицированную прошивку практически нереально. Это факт. Но то, что этот TV-бокс получился классным, это тоже факт. И мы его действительно уже сейчас рекомендуем, как бы тут вопросов нет. Ждем адаптивного Dolby Vision, Dolby Vision в самом TV-боксе и, конечно же, будем выпускать на него скоро обзорчик. Ну, а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.